Добрый день, это Sales Mania. Если ты узнаешь что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. В данном выпуске ты узнаешь, что такое бренд, торговая марка и как проверить новое название, которое ты придумал, на свободу использования на международном рынке. Для многих предпринимателей, производящих различную продукцию, рано или поздно становится актуальный вопрос, как ее назвать, а в дальнейшем с развитием, как защитить ее название от конкурентного посягательства. Вам поможет в этом Всемирная организация интеллектуальной собственности WIPO. Но так было не всегда. Немного истории. В античные времена ремесленники, гончары уже пытались заклеймить свою продукцию и выделить ее на лавках своих магазинов или на базарных площадях, для того, чтобы конечный потребитель всегда мог найти то, что ему понравилось. Сейчас магазины приняли вот такой современный вид, в которых очень много брендов и торговых марок, и некоторые бренды продолжают жить, некоторые бренды умирают, и очень сложно нам в этом во всем разобраться. Очень хорошо по поводу брендов сказал Дэвид Далисандро в своей книге «Огненная война брендов» или 10 правил построения брендов-убийц. Бренд – это более чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голову человеку относительно продукта, когда он слышит, видит его название. Время за временем, год за годом, столетие за столетием. И постепенно произошла такая метаморфоза. Некоторые бренды, особенно лидеры, они стали именем нарицательным. Как это можно увидеть? Сейчас я вам покажу 3 бренда, которые являются частным именем, принадлежат той либо иной компании, но конечный потребитель, не задумываясь, называет общую группу товара этим именем. Например, Xerox – это копировальные машины, которые сейчас конечный потребитель, безусловно, называет Xerox'ом, несмотря на то, что многие компьютерные компании производят подобную продукцию под своим частным брендом, но все равно вы называете его Xerox. Это подгузники. Безусловно, памперсы были пионерами данного направления, и поэтому их многие называют по привычке памперсы. Но на самом деле инконтиненция или подгузники для впитывания выделений является частным именем памперс. Есть также Хаггисы, есть также Либера и масса других производителей, но их почему-то называют памперсами. То же самое касается и клейкой ленты скотча. Сейчас бренд скотч принадлежит компании 3M, но эти ленты, которые клеят, называются скотч. Давайте теперь рассмотрим пирамиду брендостроения. Базисом этой пирамиды является торговая марка. Название и имя, которую производит организация, это понятие объединяет потребительские свойства товара, товарный знак, имидж и репутацию. Это создание отличий от товаров конкурентов. И вы ее производите, и возникает такой момент, когда популярность вашей торговой марки переходит на следующий уровень. Это торговый знак, объект интеллектуальной собственности. Это правовая защита. То есть у вас торговая марка стала настолько популярной, что вы стали опасаться, что некоторые конкуренты начнут ее копировать или начнут пользоваться вашим знаком. И, соответственно, они могут быстрее вас его зарегистрировать, и таким образом это будет некая экономическая диверсия. Поэтому, если вы чувствуете, что ваша торговая марка набирает популярность, и у вас продажи растут, безусловно, многие компании прибегают к правовой защите и регистрируют товарный знак. А дальше уже товарный знак начинает перерастать в бренд. Что такое бренд? Это набор восприятий в воображении потребителя в определении определенной ассоциации ценностей, которые возникают у него в процессе покупки и использования. Таким образом, бренд – это есть формирование предпочтения, отношения к товару и повышение его конкурентной способности. По версии 2020 года журнала Forbes топ-10 всех мировых брендов по цене выглядит следующим образом. На первом месте Apple, замыкает десятку Макдональдс. Но что здесь очень важно, компания Coca-Cola и компания Макдональдс, когда они выходили из топа
оценки в денежном эквиваленте своих брендов, что делает честь этим компаниям в брендопостроении. По оборотам чистых продаж в 2018 году топ-15 на первом месте находилась компания Nestlé. Причем необходимо заметить, что данные компании владеют огромным количеством различных брендов, которые скупались постепенно, год за годом, каждый раз увеличивали капитализацию данных компаний. Давайте теперь более плотно рассмотрим, что такое WIPO. WIPO – эта организация была основана в 1967 году, и она начала свою работу в виде глобального форума по вопросам политики и укрепления сотрудничества в области интеллектуальной собственности. На данный момент ее генеральным директором является Даррен Танг. Компания объединяет 193 государства. Штаб-квартира находится в Швейцарии, в Женеве. И если вам будет интересно, оно самофинансируемое из системы ООН. И ссылку на ресурс вы можете увидеть ниже в описании ролика. Наверняка вам будет интересно увидеть, как выглядит сертификат на владение торговой маркой. Вот здесь мы можем увидеть номер зарегистрированного этого бренда. В этой части дается описание этого бренда. В данном моменте мы видим продление владения на данный знак. И если вам будет интересно, можете почитать здесь перевод. Вот тот же самый номер, как выглядит эта компания. Но это Xerox, поэтому я не стал уже оригинал сканировать. Здесь мы видим список товаров и услуг, которыми может маркироваться продукция Миловицей, и страны, на которые распространяется данная продукция. Это так называемый самый тот и есть документ, который дает нам право на владение данным товарным знаком. Если мы перейдем на сайт по этой ссылке на WIPO, то мы можем видеть различные вложки, в которые можем заводить названия. Здесь вот мы давайте введем известный самый бренд номер 1 Coca-Cola и нажмем на поиск. Нам вывалит весь список этого бренда, которым владеет компания Coca-Cola, статус его и виды, что зарегистрировано за компанией, даже формы стакана и так далее. Мы видим здесь, что это аж 314 страниц, и здесь все очень досконально перечислено. Давайте попробуем ввести другое наименование бренда. Жилет, например, тоже известный бренд. Выбираем Coca-Cola, нажимаем жилет. И мы видим, что жилета тоже очень много названий. Все они активны. Даже форма станков зарезервирована за этой компанией. Давайте Миловицу введем. Та компания, которая продает нашу продукцию. Вот, пожалуйста, вот зарегистрированы все знаки Миловицы. Давайте номер 1 бренд по дороговизне России ведем. Газпром. Вот мы вводим Газпром. Нажимаем. Убираем лишние. И вот вам, пожалуйста, 11 страниц. Вот здесь перечень брендов Газпром. Таким образом, если вам это все было полезно, пожалуйста, еще раз лайкните, подпишитесь на мою страничку. Впереди будет еще очень много-много интересного. Спасибо за внимание. Благодарю вас.